Всем привет! Это видео про мое путешествие в Мадрид, и я там пробыл совсем немного, но за короткий промежуток времени у меня сложилось некое представление об этом городе, об этом могущественном, величественном городе, не побоюсь этого слова, и как раз об этом я хотел сегодня с вами поговорить. Наверное, никто не будет со мной спорить о том, что Мадрид не является самым популярным городом в Испании. Когда мы говорим про эту страну, на ум всплывают такие города, как Барселона, Валенсия. Почему? Потому что там пляжи, потому что там чики, тусовки. А Мадрид, я даже не знаю, с чем у меня он ассоциировался. Наверное, все-таки с футболом, с Реалом, но с чем-то другим. Я даже никогда не задумывался об этом городе. Но вдруг ко мне пришла идея о том, чтобы посетить этот город, посмотреть его и самому прочувствовать, что значит быть в Мадриде. Но обо всем по порядку. Я лечу из города Порту компанией Ryanair, это low-cost, и билет туда-обратно мне обошелся в 36 евро. Это очень дешево, и в принципе, кстати, даже билеты подорожали, они раньше стоили еще дешевле по известным нам причинам. Но даже так, это действительно недорого, по Европе можно летать вот примерно в таком диапазоне, то есть туда-обратно 50 евро, если, допустим, мы говорим про Париж, про Барселону, про еще какие-то крупные хабы. Действительно, это очень выгодно, если у тебя нет никакой сумки, если у тебя, как у меня, например, только портфель, то это, наверное, самое лучшее решение. Buenos días, chicas, señores. Мы в Мадриде, мы в Испании, у нас есть 24 часа на то, чтобы узнать этот город. Мы сразу прыгаем в метро и едем, наверное, до центра города. И двигаюсь к метро, в сторону метро, потому что, мне кажется, это самый дешевый транспорт добраться до города. Аэропорт находится в Барахасе, это типа, как бы за пределами города, поэтому такси брать не вариант. Не знаю, Uber здесь есть, не есть. Соответственно, автобус это, не знаю, не то. Метро Мадрида было открыто 17 октября 1919 года. Занимает 13 место по протяженности в мире и 3 по Европе после Лондона и Москвы. Короче, вот эта хрень 14 евро стоит, прикиньте, 10 поездок, метро, автобусы и еще что-то там, я не понял, но в общем метро и автобусы, то, что в принципе мне нужно, и мы отправляемся туда. 9. Так, ну ладно, погнали. Вообще, здешнее метро мне показалось довольно чистым, опрятным. Здесь нет бомжей, лежащих на скамейке. Здесь нет грязи, как в Париже, например. Все довольно приятно, опрятно, и ездить одно удовольствие. Единственное, конечно, вот если ты берешь тикет, который не на 10 поездок, а обычный, он будет стоить 7 евро с аэропорта до какой-то там точки, допустим, до Бильбао. К примеру, в Порту будет стоить там 2 евро. Ну что, первые эмоции, первые впечатления от Мадрида, давай не подведи. Я вышел не в центре, вот, но очень солидно чувствуется такой, да, размах. Столица, как-никак, все-таки. Круто. Вообще, мое времяпрепровождение в Мадриде можно разделить на 2 части. Нравится, не нравится. Начнем с того, что приехал я сюда совсем мало поспав, около 3 часов, и мне кажется, это сильно на меня влияло. Я прилетел ранним рейсом, я, честно, очень хотел спать и ждал момента, когда я смогу заселиться в свой хостел, чтобы просто поспать пару часиков и потом пойти со спокойной душой. Просто есть до, есть после. До мне действительно ничего не впечатляло в итоге, я просто ходил хмурый и уставший. Мне было действительно сложно. Вообще, на самом деле, Мадрид пока производит странные впечатления, потому что есть, типа, ну, вот такие постройки, ну, вот странные совсем вообще, а есть вот такие. Вот честно, не знаю, пока у меня никаких эмоций не вызывает Мадрид, абсолютно. Позвонившись с хостелом в 11 часов утра, я попросил разрешения заехать как можно раньше, потому что чекин происходит в 15 часов дня, соответственно, ждать столько времени, ну просто это было каким-то самоубийством, потому что очень было непросто, как я уже говорил, мне очень хотелось спать. Соответственно, спасибо им большое за то, что мне разрешили заехать раньше, поэтому я вышел на станции метро Куатро Каминеш и прошел совсем немного, вот у меня там находился хостел. Ну что, отправляемся за путешествие. Я приехал на станцию метро Опера, это находится в центре, и, как можно догадаться, здесь находится оперный театр.
И отсюда стартовало мое такое слепое путешествие. Я просто люблю ходить по городу, не выбирая маршрут и разглядывая все самое интересное, что мне попадается в глаза. И по первым впечатлениям может показаться, что, ну, типичный город, ничего интересного, но я вас поспешу остановить, не выключайте видос. Смотреть есть что в этом городе, уж точно. Да, ну, очень интересно, конечно, вокзальчик сделан. Я вот специально сюда пришел, увидел на фотках и... Ну, кайф. Что можно сказать? Прикольно. Это самый обыкновенный вокзал, Латоча. Здесь ходят поезда, работают люди. Просто сделано вот таким вот интересным образом оформление. И еще здесь очень сильно пахнет растениями. Они специально какие-то штуки прыскают, чтобы был запах. После вокзала мои ноги меня завели в парк Ретира. Это огромнейший просто парк. Он по размерам больше, чем город, в котором я живу. Настолько все здесь громоздко. И на самом деле такая, что в центре города находится парк, которого не сносят, который не делят пополам, не строят шаурмечный. Здесь просто парк, просто зелень. И это очень атмосферно, очень красиво. И именно в этот момент я понял, что мне Мадрид начинает нравиться. Ну что, Мадрид новыми красками для меня заиграл. Сейчас по-другому на него смотрю, как-то даже подпривык. Этот парк прям произвел на меня огромное впечатление. Он размером, наверное, с мой город, в котором я живу, Регуа. И в нем очень много красивых всяких мест. Люди отдыхают, люди бегают, люди общаются, проводят время вместе. Это как-то прикольно и атмосферно, добавляет действительно уюта, большого уюта городу. И гуляя здесь, не знаю, начинает нравиться даже Мадрид немножко, потому что первые впечатления у меня были, ну, скажем так, не супер, точно не супер, похож на обычный. Ну, понятно, что размах есть, понятно, что это столица, но просто город в Испании, который я уже видел. То есть, если я Барселону в 15 лет, когда увидел, я просто офигел от строения улиц, от архитектуры, от то, что там даже есть море, пляж. То здесь как-то все наоборот было. Но также парк подарил мне очень красивые виды не только деревьев и прочих каких-то вещей, но чего-то другого. Пацаны, здесь столько горячих девчонок, вы бы знали, просто жесть. Если вы хотите найти здесь девочку, приезжайте в Испанию, приезжайте сюда. Oh, yeah. Да, ну солидно Мадрид, конечно, выглядит, безусловно, очень солидно. Здесь чувствуется мощь, могущество, сила, поэтому реально очень и очень все красиво. То есть, да, понятно, что я сейчас нахожусь где-то в центре Мадрида, и понятно, что он должен выглядеть примерно так. Но тем не менее, очень неплохо. Слушайте, ну, конечно, здорово. Вот это прям красиво. Вот это прям очень красиво. И я прям реально вот сейчас получаю наслаждение. Я не знаю, что со мной произошло. Что-то перемкнулось, но город мне действительно начинает нравиться. Вот что мне в Испании всегда нравилось, когда я был в Валенсии, когда я был в Барселоне, что есть и в Мадриде, и, естественно, это вот такие дорожки для велосипедистов, то есть отдельные. Протяженность может достигать там больше 200 километров по всему городу, то есть это много. Плюс на дорогах есть правый ряд, и там не больше 30 км в час можно ехать, то есть специально для велосипедистов. То есть прикольно и грамотно они используют возможность, чтобы снизить трафик на дороге. Потому что все больше электросамокатов, да, все больше велосипедистов. Никто не хочет стоять в пробках. И слушайте, я не знаю, может быть, у меня такое первое впечатление было, потому что я давненько не был в таких крупных городах. А вот по истечении времени я начинаю привыкать, начинаю, ну, не знаю, вживаться вот в роль, и я бы даже сказал, что я бы здесь жил. Мне нравится. Я понимаю, что моего времени, которое я здесь нахожусь, недостаточно, чтобы принять окончательное решение, но пока что очень круто. Да, вот и еще мысль я поймал, что вот на самом деле не хочется больше находиться в каких-то деревнях, там, каких-то там, не знаю, даже вот если взять Азорские острова, ну, здорово, прикольнее
острова здорово там побыть, но, блин, жить там вот на постоянной основе, ну это перебор. Я человек городской на самом деле, мне нужен город, мне нужны развлечения, возможности, и Мадрид тот город, который может это дать очень легко. Здесь полным-полно всего абсолютно. Здесь очень много такосов, ну я имею в виду очень много разной еды, развлечений, красоты, женщин и настоящий большой город. Я, кстати, попал реально в то время, когда очень многие здания реставрируются в Мадриде, и, в принципе, даже не только здания, а дороги, тротуары. Так что, возможно, я не всей красоты увидел этого города. Если мы будем говорить про центр Мадрида, я не буду говорить про другие районы, потому что, по сути, я там не был, мне не с чем сравнивать. Но ни одно здание не проседает, все очень красиво, все очень гармонично и дико атмосферно, просто дико атмосферно. Понял, да? Ну вот, мы находимся на самой главной площади в Мадриде. Здесь много туристов, много людей, и все так, не знаю, оживлено, красиво и прикольно. Не сказать, что это, знаете, вот кто был в Венеции, там какая-то площадь Сан-Марко, но тоже ничего, тоже ничего. Меркадо де Сан-Мигел. Забавненько. Давайте с вами посмотрим, как работает здесь прокат велосипедов. То есть я хочу взять прокат велосипеда. Я до этого ничего не делал, то есть я не знаю. Окей, давай выберем... можно португиз выбрать. Но выберем английский, чтобы было проще. Первый час будет 2 евро стоить. Второй час будет стоить 4 евро. В общем, понятно. Ну, не так и дорого, если честно. 2 евро, вот такой велосипед. Они, кстати, очень пользуются большим спросом. На улице по ним гоняют, по дорогам на них гоняют. Мне даже казалось, что они как будто с электромотором, но вроде как бы нет. Хотя, может быть, это и электромотор, я не знаю. В общем, пользуются они спросом. Ладно, все, пока. И готовьтесь увидеть перед вашими глазами Королевский дворец Мадрида. Королевский, мать его, дворец. Да, размах неплохой. Неплохой. Ну вот, наверное, вот это Королевский дворец Мадрида, а не вот это. Это что-то другое. Вот Королевский дворец. Но он просто так больше похож на него. Да, нихера себе. Нихера себе. Очень красивая архитектура у испанцев. Вот кто бы что ни говорил, очень красиво. Просто безумно. Что за город? Просто ты от любви до ненависти один шаг. Реально. Интересно, там смотровая площадка, наверное. Давай посмотрим. Вечереет, освещение включилось. Тут красивые женщины. Я не перестану удивляться этому. А я постепенно уже буду идти домой.
нас одно время до пивасика. Я бы с удовольствием бы заглянул в ночной Мадрид, посмотрел, как он живет. Может быть, даже интереснее, чем днем. Но рейс у меня завтра рано утром. И нужно выспаться, нужно обязательно выспаться, потому что сегодня я спал, ну дай бог, 3-4 часа. И еле-еле вообще встал на ноги, так что, к сожалению, одного дня недостаточно. Но, возможно, Мадрид появится в моей жизни в будущем. Кто его знает. Да? Кайф. Буду двигать домой, ребята. Пора отдыхать. Доброе утро. На часах 6 часов утра. И безумно холодно, короче, просто жесть какая-то. Здесь гораздо, ну, во-первых, вы заметили то, что я, типа, в джинсовке, в футболке. Типа, ну, в Португалии вообще теплее, чем в Мадриде. Поэтому, а утром, особенно здесь сейчас показывает 19 градусов. Ну, блин, по ощущениям гораздо холоднее. Вот. Иду я в сторону метро. Сейчас должно оно открыться как раз в 6 утра. И буду двигать уже в аэропорт. Это один из самых крупнейших аэропортов мира, поэтому стоит немножко заранее прийти. Кстати, посмотри, какая тачка. Охеренно видно. Это я в аэропорту уже. И прикиньте, вот то, что я вчера заплатил, 14 евро. Нужно еще 3 евро, когда ты въезжаешь в аэропорт, платить налоги. Но это капец, то есть 17 евро за день на транспорт. То я поехал 4 раза, да. Многовато, честно говоря. Ну что, можно подвести итоги моего пребывания в Мадриде. Этот город оставил очень сильное на меня впечатление. И забавно то, что все случилось не сразу, а со второй попытки. Я дал ему шанс, и город меня точно не разочаровал, а только впечатлил. Конечно, одного дня очень мало для того, чтобы увидеть весь город. Нужно приезжать минимум на дня 3-4, чтобы попробовать кухню, чтобы окунуться больше в испанскую атмосферу. Ведь хоть Португалия и Испания соседи, но страны на самом деле кардинально отличаются, люди отличаются, и это надо почувствовать. Я в Испании был первый раз в 15 лет, приехал в Барселону, и с тех самых пор эта страна глубоко засела в моем сердце. Я очень люблю Испанию, и, возможно, когда-нибудь перееду на постоянной основе, и никогда не говори никогда. Ну вот и все, друзья. Закончилось мое путешествие. И если тебе понравился видос, поддержи мой канал лайком, подпиской, комментариями. Мне будет очень приятно. Буду продолжать делать подобного рода видосы. И пока.